Так, друзья, всем привет! Сейчас у нас следующая часть тестов масел для лодочных моторов. Сейчас мы будем испытывать уже среднюю ценовую категорию. Эти масла уже идут специально для водной техники, как утверждает производитель. Все масла от TCW3. Единственное, что масло Ямалюб двойка TCW2. Тест будем производить по такой же методике, как мы производили первую часть. Единственное, наверное, я сейчас масло буду мешать уже 1,50, потому что сейчас у меня погодные условия и время позволяет покататься подольше, поэтому масло буду мешать 1,50. Будем также смотреть дым, запах и как ведет себя мотор на троллинге. И также я каждый раз буду вворачивать новую свечку, и в конце ролика мы увидим, какое масло дает больше всего нагара. Все, погнали! Так, Ямалюб двоечка, масло минеральное, оно у нас идет TCW2. Следующее масло Lux Outboard TCW3, масло отечественного производства. Я, конечно, не уверен, что оно настоящее TCW3. Manol Outboard Marine TCW3, масло типа немецкое, но оно производится в Литве, насколько я знаю. Так, и вот такое вот масло, японский бренд Сумиташи. Насколько вот японский, я не могу сказать. Масло производится в России, однако производитель утверждает, что на японском пакете присадок. Вот такие вот масла мы сейчас испробуем и посмотрим, как каждое масло себя проявит. Друзья, важное объявление для тех, кто хочет приобрести лодочку флагман. Для всех зрителей канала скидка 10% на лодки флагман. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте. Также в контактах будет телефон. Так, ну что, первый претендент в нашем сегодняшнем тесте — Ямалюб двоечка. Все его хорошо знают. Масло раньше производилось в Германии, сейчас они производятся на заводе Enius, непонятно, в Сингапуре или в Таиланде, где-то там. Так, давайте я прям при вас его открою. Открываем. Так, масло имеет пломбу и защитную такую фольгу с логотипом Yamaha. Расковыриваем ее. Масло пахнет, очень напоминает запах какого-то лака, но растворителем не пахнет. Так, давайте сейчас я налью его в шприц. Заливать буду 5 литров, поэтому налью ровно 100 миллилитров. Смесь буду делать 1 к 50. Вот мы видим 100 миллилитров. Ну, пахнет не противно. Пахнет не противно. Между прочим, старый Ямалюб пахнет нашатырем. Это масло нашатырем не пахнет. Вот, смотрим, какое масло. Масло синее. Так, заливаю его в бак. Одеваю новую свечу. Свеча вот такая вот будет Бриск. Данную свечку я купил в магазине Дипмарин. По моей ссылочке будет скидка 10%. Свеча Бриск, аналог НЖК, отлично подходит на моторы Tohatsu 9.8. Кстати, хочу сказать, что на Tohatsu будет изолятор, соответственно, больше, чем на Yamaha. Соответственно, вот такую свечку на Yamaha ставить нельзя. Вот такая свеча, вот ее маркировка, кому будет интересно. Так, вот такая свеча стояла. Эта свечка тут каталась на различных видах масла. Сейчас мы оденем новую свечу. Одеваем новую свечу. Так, масло Ямалюб двойка. Смотрим, как работает мотор. Смесь 1 к 50. Дыма минимум. Сейчас немножко пройдем холостым. Пройдем троллингом чуть-чуть. Давайте посмотрим, как будет работать мотор. После троллинга, конечно, дымит. Так, давайте посмотрим, как поедет мотор на масле Ямалюб двойка. Масло, конечно, дымит.
Но дым такой не вонючий, я скажу. Мне даже казалось, что Ямалюк двойка, которая была раньше, дымил сильнее. Так, вот идем троллингом. Вот какая здесь красота. Дым такой всем очень хорошо знакомый, как дымит Ямалюк двойка. Масло Ямалюк двоечка. Давайте сейчас посмотрим максимальную скорость, какую мы сможем развить. Лодка S-Marine 380, кресло, бак, якорь, немножко вещей. На каждом масле я попробую померить скорость на одном и том же месте. Будет интересно, будет ли отличаться скорость в зависимости от масла. Видим, какая красота, карельские шхеры. А я тестирую масла. Вместо того, чтобы рыбачить, мне приходится работать для вас. Поэтому заранее можете поставить мне лайки. Хейтеры можете поставить мне дизлайки, я не обижусь. На Ямалюбе двойке скорость получилась в одну сторону 33, в другую 31, поэтому средняя получается 32. Запомним этот показатель и дальше уже будем мерить максимальную скорость на других маслах. Так, в общем, Ямалюб двойка в принципе такое, неплохое масло, я бы так сказал, среднячок. Троллить на нем можно, я вот много-много лет на нем ходил, троллил. Единственное, что я на троллинг на Ямалюбе двойке смесь обычно мешал 1,75, там, если, допустим, с переходами мешал смесь 1,60. Но даже на смеси 1,50 троллить в принципе можно. Посмотрим, что нам покажет свечка. Главный недостаток Ямалюба двойки — это то, что масло распространенное и есть вероятность, конечно, нарваться на подделки. Вот в этом моменте нужно быть очень-очень внимательными. Снимаем свечку и смотрим, что у нас получается с нагаром. Очень интересно, что у нас получится со свечкой. Так. За несколько часов работы свечка вообще не закоптилась. Вот это Ямалюб двойка. Ямалюб двойка. Свечка вообще чистая. Также напоминаю, что для зрителей канала действует скидка в 10% на покупки в магазине Zip Marine. Чтобы получить скидку, нужно перейти по моей ссылке и в корзине ввести промокод «Флагман». В магазине Zip Marine очень много товаров для лодок, для моторов, запчасти, винты, масла, аксессуары. В общем, все, что нужно водомоторнику. Переходим по ссылке и делаем заказ в магазине. Так, следующий претендент — масло Сумиташи. Вот такое вот маслице для двухтактных двигателей. Бренд достаточно новый. Производится данное масло в России на японском пакете присадок. Во всяком случае, так утверждает производитель. Давайте сейчас его посмотрим, откроем. Вот при вас открываю. Масло запакованное. Так, у него есть защитное кольцо, но защитной пломбы нету. Масло такое зеленоватое. Лизать его не буду. Пахнет. Запах похож на какой-то растворитель. Ямалюб, конечно, пахло немножко приятней. Давайте наберем 100 мл. Так, набираем 100 мл. Так, вот мы видим. Набрал ровно 100 мл. Масло такое, я бы сказал, зеленовато-синее. Пахнет таким немножко как растворителем, что ли. Но в целом
В целом стандартный запах для двухтактного масла. Так, сейчас плюхаем его в бак и разводим на 5 литров бензина. Смесь, стандартная смесь 1 к 50. Пока все неплохо. Сейчас посмотрим, как будет работать мотор. По цене масло Сумиташи немножечко дешевле Ямалюба примерно, но ценовая категория примерно одна и та же. Написано рекомендовано Yamaha, Tohatsu, Suzuki и Mercury. В общем, сейчас мы испытаем это новое масло. Для следующего масла одеваем новую свечу. Свеча Бриск. Данные свечи я купил в компании Zipmarine, поэтому по моей ссылке будет скидка 10%. Масло Сумиташи. Давайте посмотрим, как будет на нем работать мотор. Давайте понюхаем дым. Дымит на самом деле меньше, чем Ямалюб двойка. Это точно. Но запах очень похож на Ямалюб. В принципе, мотор работает неплохо. Давайте прокатимся. На масле Сумиташи на самом деле мотор работает очень хорошо. Запах такой, ну, он близкий, наверное, к Ямалюбу 2. Даже мне пока кажется, что чуть-чуточку поменьше масла пахнет, чем Ямалюб двойка. Вот, потом посмотрим, что у нас показывает свечка. В целом масло пока нравится. Я сейчас еще попробую потроллить. Посмотрим, как на троллинге это масло себя покажет. Так, ну что, масло Сумиташи. Давайте посмотрим. Потроллил я сейчас, как работает мотор на троллинге. При длительном троллинге, конечно, дым присутствует. Но я не могу сказать, что дым более вонючий, чем на Ямалюбе. Вот мы идем троллингом. Давайте погазуем на холостых. Я тут уже потроллил, в принципе. После прогазовки уже такого дыма нет. Масло Сумиташи. Давайте померим максимальную скорость. Tohatsu 9,8. Все те же условия, что мы мерили на Ямалюбе. На Ямалюбе было 31-33. Средняя скорость была 32. Сейчас посмотрим, какая скорость будет на масле Сумиташи. Давайте заведем моторчик.
Так, в общем, на масле Сумиташи скорость такая же примерно, как и на масле Ямалюб двойки. Так, ну что, давайте подведем итог по маслу Сумиташи. В целом масло понравилось, масло хорошее. На троллинге дым присутствует, конечно, но дым такой, он, скажем так, терпимый. То есть, если сравнить с Сумиташей и Ямалюб двойку, масло примерно плюс-минус на одном уровне. Даже мне показалось, что Сумиташи дымит чуточку слабее. Свечи закидывает не очень быстро. В принципе, если мешать масло там 1 к 70, 1 к 60, будет вообще хорошо. Дальше мы посмотрим, что нам покажет свечка. Так, масло Сумиташи, смотрим свечку. Мы видим свеча, масло Сумиташи. Отходило 100 мл масла. Потом сравним ее с другими свечами. Так, ну что, следующая маслица, которую мы будем тестировать. Lux Outboard TCW3. Вот такое масло. Это масло специально от компании Lux. Я Lux стандартное уже тестировал. Это масло специально для лодочных моторов. Масло производится на заводе Дельфин в Московской области. Масло стоит примерно столько же, сколько Ямалюб двойка, плюс-минус. То есть это масло средней ценовой категории. Давайте сейчас его откроем. Я сейчас посмотрю, что внутри, как оно. Так, масло имеет такое защитное кольцо. Сейчас посмотрим, есть ли у нас пломба. Пломбы на самом деле нет. Пахнет каким-то растворителем. Запах очень-очень-очень похожий на вот Lux Super, то, что я тестировал. Запах похожий. И немножко похож на запах Сумиташи. Сумиташи пахнет чуть-чуть послабее. Здесь запах такой сильный, прям сильный запах. 100 мл набрали, сейчас плюхаем 100 мл в бак. Lux Outboard TCW3. Давайте заведем моторчик. Попробую пройти немножко троллингом, а потом замерим максимальную скорость. Давайте пройдемся, посмотрим, как мотор будет работать на холостом ходу. Так, вот иду на холостом ходу. Масло, конечно, поддымливает. Так, сейчас давайте замерим максимальную скорость. Все та же лодка S-Marine 380. Вся та же загрузка. Давайте, поехали. На люксе скорость чуточку поменьше. Всего на 1 км в час, но поменьше. Скорость 31 прыгает примерно 31. Иногда бывает проскакивает 32. На Ямалюбе и на Сумиташи 32 было стабильно. Лодка вся та же самая. Я покатался сейчас туда-сюда. В общем, получается по скорости люкс чуточку проигрывает. Я не знаю, каким образом масло может повлиять на скорость, но, однако, вот вы видите все сами. На люксе скорость чуть-чуть поменьше. Смотрим Lux Outboard. Это я троллил. Дыма на самом деле меньше всего. Да, и запах вообще не вонючий, да? Запах вообще не вонючий. Вот пассажир говорит, что из всех 3 масел Lux самый лучший. Сейчас я попробую сейчас сделать прогазовку. Реально дым
есть, но дым вообще не вонючий. Да? В категории дым и запах сейчас на данный момент вот меня удивил люкс. Понятно, что дым есть, запах есть, но дым и запах на троллинге значительно меньше, чем на Ямалюбе и на Сумиташе. Так что вот так вот все. Продолжаем тесты дальше. Так, ну что, вот я протестировал масло Lux Outboard TCW3. Что можно сказать про данное масло? В категории дым и запах это масло пока у нас в лидерах. Единственное, по скорости на этом масле почему-то лодка едет на 1 км в час медленней. Вот. Дальше посмотрим, что у нас покажет свечка. Но в целом масло очень неплохое. Особенно для троллинга подходит отлично. Все. Я думаю, что на этом испытание масла Lux Outboard TCW3 я закончу. Дальше уже будем подводить итоги со всеми маслами вместе. Откручиваем свечу. Lux Outboard. Интересно, масло очень показало себя хорошо в плане запаха. Так, вот такая свечка. Вот такая свечка. Нагар, кстати. Нагар, кстати, посильнее будет, чем на других свечах. Сейчас мы потом все свечки сравним. Так, следующая часть теста, последний претендент. Вот такой вот маслице. Manol Outboard Marine TCW3. TCW3 Jasso FC. Данное масло производится в Литве. Вот, якобы имеет немецкие корни, но, однако, это масло производится в Литве. Манол достаточно недорогое масло, но многие на нем ходят, и многих оно устраивает. Давайте при вас прямо сейчас откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Так, открываем. Так, масло имеет вот такую вот интересную защитную пломбу с логотипом компании STC. Вот, посмотрите. Я не думаю, что Манол кто-то будет подделывать, однако интересно. Так, сейчас давайте попробуем открыть. Я думаю, что вот за эту штучку мы тянем. О, смотрите как. Вот это на Газпроме была похожая, но STC пошло дальше всех. Смотрите как удобно. Смотрите, это просто жирный плюс. Так, смотрите как. Так, за это Манолу однозначно лайк. Давайте понюхаем. Сейчас мусор я потом соберу. Запах очень-очень похожий на Ямалюб двойку. Пахнет каким-то хорошим, как пахнет хороший лак Текурила. Из всех масел, тестируемых в тесте, самый приятный запах вот у этого масла. Manol Outboard Marine самый приятный. На втором месте будет Ямалюб двойка, на третьем месте Сумиташи, а самый противный запах это у Lux Outboard. Давайте наберем, посмотрим, как оно выглядит. Так, ну вот, 100 мл набрали и плюхаем это масло в бак. И 100 мл масла плюхаем их в бак. Так, ну что, тестируем масло Manol. Сейчас попробуем промерить максимальную скорость. На других маслах Ямалюбе, Люксе и Сумиташе я скорость мерил. Сумиташе и Ямалюб показывают примерно одинаковую скорость. Люкс чуточку помедленнее. Сейчас посмотрим, какую скорость покажет Manol в одного человека на лодке S-Marine 380. Вон какая здесь красота. Камню прибило меня. Сейчас давайте отойдем. Покажу вам немножко природы. Так, ну что, масло Manol, давайте мерить максимальную скорость в одну и в другую сторону.
Погнали! Так, на Маноле скорость 31-32, чуточку быстрее, чем на люксе, но помедленнее, чем на Ямалюбе и на Сумиташе. То есть Сумиташе и Ямалюб едут быстрее, самый медленный получается это люкс, а Манол будет, наверное, на третьем месте. Давайте сейчас посмотрим, как масло Манол будет вести себя на троллинге. Так, смотрим масло Манол на троллинге. Я тут потроллил какое-то время. Смотрим, как... Дым не едкий, в принципе. По маслу Манол. В принципе, троллить на нем тоже очень даже неплохо. Я думаю, что примерно то же самое, что и на люксе. То есть Манол и люкс, они очень-очень-очень близкие в режиме троллинга. Люкс, кажется, пахнет послабее, Манол пахнет чуть посильнее. Вот. Но это все просто вот на грани ощущения. Масло тоже неплохое. На троллинге Манол тоже ведет себя достойно, поэтому масло заслуживает внимания. Вот на троллинге явного лидера выделить сложно. Больше всего мне понравился люкс. Манол чуть похуже, вот мне показалось по запаху. Сумитачи и Ямалюб примерно на одном месте. То есть получается по троллингу на первом месте люкс, на втором месте Манол, на третьем месте Сумиташи с Ямалюбом. Вот Сумиташи с Ямалюбом я не могу выделить какого-то лидера или аутсайдера. В принципе, вот Сумиташи и Ямалюб, наверное, примерно на одном месте. Если честно, все вот эти масла, которые сегодня у нас в тесте, они все примерно на одном уровне. Сумиташи, Ямалюб, Манол и люкс, они все примерно, а у них примерно цена примерно одна, и свойства примерно одинаковые. Больше всего на троллинге мне понравился люкс. Сумиташи с Ямалюбом чуть похуже, а Манол, наверное, чуточку сильнее пахнет, чем люкс. Поэтому все, в принципе, масла достойные. Дальше мы посмотрим уже, что покажет свеча, и уже будем делать окончательные выводы. Так, Ямалюб, Сумиташи, люкс и Манол. Сейчас попробуем их пожечь и посмотрим, что у нас получится. Масла горят. Так, давайте подождем, пока масла прогорят. На первом месте у нас Манол. Меньше всего нагара и золы. На втором месте у нас Сумиташи. На третьем месте люкс. И на последнем месте идет уже Ямалюб. Вот такие вот неоднозначные результаты. Причем Ямалюба я лил меньше всего, а золы Ямалюб поставил больше всего. Вот меньше всего золы у Манол Outboard TCW3. В этом тесте явный победитель. Сумиташи не сильно от него отстает. Люкс еще чуть похуже, а аутсайдер Ямалюб двойка.
Вот я собрал свечки. На мой взгляд, первое место будет у свечи Ямалюб. Свечка Ямалюб, по моему мнению, заслуживает первого места. По чистоте резьбы и вообще по общему. Так, на втором месте будет, наверное, люкс. Свечка на Макстеле Люкс Outboard. И на третьем месте, я думаю, будет свечка на масле Сумиташи TCW3. Мы видим, какая свечка. И на четвертом месте свечка на масле Манол. Сразу скажу, что разница между нагаром очень-очень-очень небольшая. Давайте рассмотрим итоги испытания масел. Оценку будем производить по 5 параметрам. Это запах масла, работа на троллинге, максимальная скорость, нагар при сжигании и нагар на свече. Мы видим в таблице представлены результаты испытаний по каждому испытанию. И за каждое место будем начислять баллы. За первое место 4 балла, за второе место 3 балла, за третье место 2 балла и за четвертое место 1 балл. И дальше мы сможем сделать расчет по количеству баллов и можем увидеть, сколько баллов набрало каждое масло. Вот сейчас мы видим, что на первом месте по сумме баллов у нас Манол, на втором месте Ямалюб, на третьем месте Сумитачи и на четвертом месте Люкс. Но показатели очень-очень близкие. Мы видим, что на первом месте по запаху Манол, по работе мне больше всего понравился Люкс, на втором месте Манол, дальше Сумиташи и на последнем Ямалюб. Но вот работа на троллинге, показатели очень-очень близкие. Расхождение минимальное. По максимальной скорости Сумиташи и Ямалюб на первом месте. Ямалюб я поставил на первое место, потому что Ямалюб смог показать 33 км в час. Сумиташи 33 км в час не смог достичь. На третьем месте по скорости Манол, на четвертом медленнее всего едет Люкс. При сжигании на горелке Манол дает самый чистый осадок, Сумиташи на втором месте, Люкс еще чуть похуже, и Ямалюб будет давать больше всего нагара. Но вот при нагаре на свече, свеча у нас получается на масле Ямалюб. Чуть похуже Люкс, Сумиташи еще чуть погрязнее свеча, а на Маноле получается самая грязная свеча. При этом при сжигании на горелке Манол дает самый чистый осадок. Такие вот у нас результаты. Повторюсь еще раз, эти показатели, они очень-очень близкие. То есть масла сами по себе имеют примерно одинаковые характеристики. Давайте еще раз покажу табличку целиком.